Всем привет! Помните 2014-2015 годы? Когда Крым стал наш, а экономика затрещала по швам, и все ломанулись покупать себе пока еще не подорожавший телевизор. Если помните, тогда официальные лица рассказывали с экранов, что для тех, кто живет в рублевой зоне, ничего не изменится, не надо волноваться, друзья. Но генетическая память все равно неумолимо гнала людей в магазины и обменники спасать обесценивающиеся накопления рублевые. С тех пор прошло несколько лет, и официальные лица в какой-то момент начали оптимистично заявлять, что очередной кризис остался позади, и теперь наша экономика демонстрирует впечатляющий рост. Кстати, в тот самый момент, когда я записываю этот ролик, рубль опять куда-то не туда летит, и евро 80, доллар почти 70. Если чуть-чуть покопаться в цифрах и фактах, то станет понятно, что если у официальных лиц действительно все хорошо, то у всех остальных дела идут не очень. Сегодня хочу коротко напомнить вам, как наши чиновники и депутаты налаживали свою жизнь после кризиса 2014 года. Значит, началось все в 2015 году. Тогда исполненные патриотизмом чиновники начали кричать с экранов телевизоров, что они понесут всю тяготу кризиса с народом, и поэтому урежут себе зарплаты. И вот 27 февраля 2015 года был подписан указ о сокращении на 10% зарплат президента, премьер-министра, членов правительства, генерального прокурора и председателя Следственного комитета. В апреле на такую же сумму сократили зарплаты всех депутатов. Но есть одно но. Эта жертва кажется совсем уж незначительной, если учесть тот факт, что на протяжении предыдущих 3 лет зарплаты чиновников выросли в 2-3 раза. Вот смотрите сами. В 2012 году депутат Нижней палаты парламента, это Государственная Дума, получал в месяц всего какие-то жалкие 165 тысяч рублей. К концу 2014 года зарплата депутата нашего составляла уже 420 тысяч рублей в месяц. Это голый оклад без премий, поощрений, многочисленных бонусов за государственный счет. В общем, без всех этих плюшек, которые депутаты получают. Сами можете посчитать, что после показушного снижения зарплат в 2015 году средняя зарплата депутата составила 390 тысяч рублей. И это наши чиновники назвали затягиванием поясов. Мы одну лямку с народом, с простым русским мужиком теперь тянем, и мы как все. 2016 год отметился выборами в Госдуму и так называемыми золотыми парашютами для депутатов, которые не переизбрались в новый состав. Не путайте золотые парашюты с золотым дождем, это кардинально разные вещи. Депутатам, которые не избрались, единоразово выплатили тогда по 1 миллиону 586 тысяч рублей. А также до конца года сохранялось депутатское страхование, медицинское, бытовое пенсионное обеспечение, право на пользу служебным жильем в Москве и даже служебной машиной. То есть, понимаете, вы работали депутатом, вы сидели, вы получали свои 400 тысяч. Вас народ не избирает, говорит, пошел вон, бездельник из Думы. Но государство вас не бросит, вы же депутат. Поэтому 1,5 миллиона рублей на карман, товарищ. Квартирка остается, водитель остается. Все хорошо. И вот совсем недавно, 5 июля этого года, 2018 года, 2 месяца назад, Госдума решила опровергнуть слухи об огромных зарплатах депутатов и опубликовала на официальном сайте все цифры. Значит, с чего все началось? Пенсионная реформа, и народ сразу пошел. Народ-то у нас такой, сами понимаете, и хлебом не корми, дай покопаться в кошельках народных избранников. И пошел народ считать пенсии. Какие же пенсии у нас будут депутаты получать? И оказалось, и Дума, вышел Володин и сказал, все. Нам скрывать нечего, и мы сейчас всю правду опубликуем. Выяснилось, что за первые 6 месяцев 2018 года, после всех сокращений и урезаний, депутат получал 388,5 тысяч рублей в месяц. После уплаты налогов зарплата получалась на руки 338 тысяч. Заодно чиновники раскрыли и размеры депутатских пенсий. Значит, депутат, отсидевший 1 срок, получает пенсию в размере 46 тысяч рублей. Если он сидел 2 срока и более, то пенсия депутата
63 тысячи рублей. Имейте в виду, что зарплата — это далеко не все, что депутаты получают. Например, иногородние депутаты получают жилье в Москве с мебелью, техникой, всем необходимым в жизни вещами, вплоть до постельного белья, пепельниц и рюмок, которые регулярно обновляются. После выборов 2016 года на дооснащение 107 депутатских квартир было потрачено 110 миллионов рублей. То есть на каждую квартиру, ну, чтобы там посуду поменять, ёршики новые около унитазов поставить. 1 миллион рублей на квартиру, ребята. Вот вы посмотрите сейчас на свою квартиру и подумайте, сколько всего можно сделать за 1 миллион. Ну, то есть, все нормально у ребят. Сами же депутаты оценивают предоставленное им жилье как спартанское. Однако, многие из них почему-то не спешат вовремя покидать эти суровые квартиры после окончания срока своих полномочий и живут там до последнего в этих спартанских тяжелых условиях. Еще в бонусы депутатов входит бесплатное лечение в спецклиниках и ведомственных больницах. Можно еще приобрести путевку на санаторное лечение. Самые дорогие путевки в санатории Барвиха 2000 рублей в сутки. А на втором месте по цене санаторий Сочи 1000 рублей в сутки. Стоимость отдыха в санатории Барвиха для обычных людей, чтобы вы понимали, составляет от 7 до 42 тысяч рублей в сутки. То есть депутат за 2000 рублей в сутки получает, ну, давайте в среднем то, что вы получаете за 20 тысяч. В 10 раз дешевле. Живет практически бесплатно. Разницу в цене депутатам оплачивает бюджет в рамках статьи «Обеспечение деятельности отдельных федеральных органов». То есть, гуляй в Сочи 1000 рублей в сутки. Ну, попробуйте сейчас погуглите, куда вы поедете, дорогие мои зрители, в Сочи на 1000 рублей в сутки. И вы увидите, что жалко, что вы не депутат. Но это еще не все. Это еще не все. Депутатам оплачивают личные автомобили, а депутатам оплачивают билеты на самолет. Причем летают они бизнес-классом. Депутатам оплачивают бизнес-класс из бюджета. Они ожидают свои рейсы не с вами. Навряд ли вы встретите любимого избранника, любимого депутата в аэропорту, вместе стоящим в очереди на посадку, потому что депутаты свои рейсы ожидают в вип-залах. В вип-залах и с простолюдинами они не пересекаются. В 2013 году, кстати, Министерство финансов отказалось оплачивать вип-залы для чиновников. Но не надо переживать за депутатов, все хорошо. С января 2017 года статья снова вернулась в бюджет, все нормально, сейчас депутатам оплачивают. И не хватайтесь за сердце, утрите слезы, все нормально у депутатов, все хорошо. Тем временем у остального населения России средняя зарплата в 2018 году официально составляет 41 650 рублей. Хотя замкадом этим цифрам обычно удивляются, как и 5 лет назад в регионах 20 тысяч рублей на руки не такие уж плохие деньги. Простые люди перебиваются от получки до получки, не всегда имеют возможность оплачивать даже коммуналку. Я хорошо знаю, сколько получают люди в регионах, постоянно езжу, всегда интересуюсь. Ну, вот, к примеру, я вчера был в Ярославле, и водитель мэра Ярославля получает 33 тысячи рублей. Это не какой-то там, это водитель мэра, личный водитель получает 33 тысячи рублей, такой работящий мужик целыми днями работает. Получается, что сегодня на шее у страны висит очень дорогое ожерелье из 450 депутатов, которые все равны как на подбор. Как известно, Думу уже давно не место для дискуссий, можно было бы оставить одного Володина. Он бы мог раздавать интервью, выкладывать на сайт Нижней Палаты пресс-релизы о принятых законах. За последние годы не было ни одного закона, который спустили бы в Думу из Кремля, и она бы его не приняла. Теперь объясните мне, зачем тратить миллиарды рублей на содержание этого гигантского аппарата депутатов, помощников, их семей? Зачем? Они же все одинаковые. Мы не знаем их фамилии. Они не голосуют, они не имеют своего мнения. Это как водоросли, которых волны раскачивают. Все. Им сказали, принимаем пенсионную реформу. Есть. Им сказали, ну, есть. Зачем они там сидят? Зачем? Давайте оставим 2. Давайте, хорошо. Мы не жадные. Русский народ великодушный, русский народ щедрый. Мы готовы оставить по одному депутату с каждой партии. Пусть это один коммунист, один жириновец, один этот эсер и единорос. Пусть сидят 4.
Пусть, а еще Володин будет, все, 5 человек, ну 5 человек, ну не 450, ребята, ну зачем вас 450, ну чего вы, что вы там делаете этим полным составом, зачем вы нам нужны? Может быть, вы принимаете полезные законы, да, например, 282, статья, замечательная статья, когда вас могут посадить за лайк, это же наши депутаты, или за то, что вы имеете наглость выйти с митингом, воспользоваться своим конституционным правом, воспользоваться 31 статьей Конституции, выйти на улицу, будьте добры, штраф и срок. Или, может быть, мы вспомним закон Димы Яковлева и кучу других людоедских законов. Что вы хорошего делаете для страны? Почему мы вообще должны вас кормить, ребята? Вы нам зачем нужны? Есть... Напишите, может быть, я дурак, может быть, я не понимаю. Ребят, напишите, вас много, вы смотрите мой YouTube канал, напишите в комментариях, зачем они вам нужны. Может быть, есть среди моих сотен тысяч зрителей хоть кто-то, кому депутат помог. Может быть, бабушку через дорогу перевел, может быть, я не знаю, что. Если хоть один из вас, из моих зрителей, кому депутат помог, напишите в комментах. Но мы с вами все-таки за зарплаты. Мы так бесцеремонно, нагло, невоспитанно засунули свои любопытные носы в их карманы. И оказалось, что сегодня зарплата депутата Государственной Думы, без учета всех этих льгот, водителей, перелетов, квартир, всего остального, почти в 10 раз больше средней зарплаты в России. Зарплата депутата в 10 раз больше средней зарплаты в России. А теперь я вам скажу такую вещь, она, наверное, вас не удивит, но ни в одной развитой цивилизованной стране мира нет такого сумасшедшего разрыва в доходах между чиновниками и простыми людьми. В таких странах, как Дания, Румыния, Люксембург, зарплата депутата превышает среднюю зарплату по стране всего в 1,5 раза. Зарабатывают немного больше, чем средняя зарплата по стране. В Швеции, Словакии и Польше она больше в 2 раза. Во Франции, Германии, Хорватии, Венгрии депутаты получают в 2,5 раза больше, чем средняя зарплата в стране. Европейские страны с самым большим разрывом в зарплатах, самый большой разрыв зарплаты, это Португалия, где зарплата в 3 раза аж больше средней по стране. И Италия, там аж в 4 раза больше, ну это просто катастрофа. И Греция, там в 4,5. Ну, у греков там никто не работает, у них средняя зарплата маленькая. Ну а в России депутаты получают в 9,13 раз больше, чем все остальные люди в среднем по стране. Еще раз, ни в одной развитой стране нет такого сумасшедшего разрыва между зарплатами чиновников и зарплатами простых людей. Какие эмоции у вас возникают при взгляде вот на эти цифры? Не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я знаю, меня смотрят некоторые депутаты, им будет интересно прочитать, что вы про них думаете. И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, включать колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. И обязательно расшарьте это видео, скиньте его друзьям, родственникам. Пусть люди выскажутся. Еще раз, меня смотрят и читают депутаты Государственной Думы. Им очень интересно будет узнать, что вы думаете относительно их доходов. И вообще, нужно ли нам столько депутатов? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.